Приветствуем всех на канале Рыболов Копатель. С дядь Колей вдвоем сегодня. Доброе утро. Едем, смотрим. Ребят, какие-нибудь поля. Ну в лес же невозможно зайти. Все. Не сезон. Не сезон. Уже проехали. Я уже из дома километров 120, наверное, проехал. Забрал Колю в городе. Вот едем. Поехали в Полесский район сегодня. Смотрим. Вокруг все засажено. Ищем, хоть может что-нибудь будет, может стерня какая-то, где-то походить. Не переключайтесь. Сейчас у нас коп начнется сегодня с бартера. Помните, в прошлом выпуске на копе впервые в 2023 году за полгроша была куплена гирька у Николая. Уникальная просто гирька. Да, гирька. Я жалею об этой сделке. И теперь будет ответная сделка. Но теперь уже не покупка, теперь уже прямой бартер будет. Будет обмен пуговиц с моей стороны на комплект гирек со стороны Николая. Вы увидите это в самом начале, друзья. А потом уже будем копать. Будет там вам сюрприз. Коля смеется, говорит, а что теперь вообще копать? Давай, говорит, будем всегда сюрпризы одни показывать. Кататься, снимать. Вот. Да, да. Короче, поедем, там километров 200 прокатимся, что-нибудь поменяемся. Ну а что, блин, показывать же что надо, друзья. Скукотища, ё-моё. Эх, обмельчал блогера. Вот вроде нашли какую-то свежую распашку. Сейчас будем с Колей сделаем бартер прямой и уже начинаем копать. Вот он. Вот он. Бизнесмен. Торговец номер 1. Антиквариатом торгуем. Я сейчас показываю вам, ребят, что я подготовил для Николая. Очень он увлекается, Коля, пуговицами. Да, обожаю пуговицы. Крутани, Коль, вот эту Давай. баночку. Сейчас посмотрим, что там припас. Может и обмануть меня. Прокладку снимай. Он же думает, что я старый и не понимаю ничего. Смотри, Ой-ой-ой, красота какая. пожалуйста. Смотрите, ангелочек такой, антураж. А это вообще там, смотрите. Коля очень Было. любит гостям показывать. Да, а вот да, такие да. дела. Такие у меня где-то была одна такая. Ну, будет еще одна. Красивые. Пуговицы красивые. Посмотри. Даже больше, чем монеты люблю пуговицы. Шикарные. Местные. Эти орлы прусские. Тоже где-то такая у меня была. Тут польские какие-то вопросы. Гигантизмы вот такие. Угу. Таких у меня штуки 2, наверное. Да у тебя все есть, Коль. Нет, но тут еще и состояние важно. Я имею в виду, по рисунку-то попадаются такие. А вот я вот так в сохранчике неплохом пуговичке. Посмотри, бодрячок какой. Ага. Морская Тем тема. временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Весов. У меня-то, похоже, потяжелее будет. Ну вот, Коле сдаю. Так, сейчас мы это задокументируем. Видно, да? Хороший товар. Все, это вот сюда. Бля, ушла пуговица одна под кресло. Ты мне давай тут не мути. Все, пошли гирьки. Советская или российская? Вернее, российская или немецкая? Да нет, все это немецкое, Коля. 1856. Это может и год? Не могу ничего, Паша. Я просто тоже смотрел. Ну, факт то, что это не вес, это точно. Возможно, и год изготовления. Ну, эти вот уже обычные такие гирьки ходовые. Угу, ну, надо чистить. Тут вон клейма, вон они. Да, да. Вот это побольше немножко. Почистим. Ну, это весь мой запас, что я вот за 3 года нашел.
Так что, ребят, вот такой вот обмен у нас, вот такой бартер произошел. Пишите, равнозначный ли он был. А может, гирьки нравятся гораздо больше, друзья. Я как-то вот их мне хочется собирать. У меня их немного совершенно, но вот почему-то как-то вот что-то прикольненькое такое. Коле больше нравятся пуговицы. Соответственно, вот такой у нас обмен произошел. Пишите, кто выиграл на обмене, кто проиграл. Пишите ваше мнение в комменты. Так что, друзья, лайкосики и поехали копать. Поле ждет, пока жары нет. Я вам обещал этот, какого, сюрприз. Вот, смотрите. Опа. Вот это и есть настоящий кельт. Это я его нашел в прошлом году. Единственное, у него состояние немножко, конечно, он убитый. Видать, либо плугом его зацепило. Но, в принципе, он целый. Это к вопросу, кто говорил, что там долото или что это. Это вот самый настоящий боевой такой, ну да, бронзовый. Кстати, очень на тот похож, который... Однозначно, у него и форма очень похожая. Да. Ну, тот вот так вот. Да, обломок просто. Угу. Да, вот, пожалуйста, ребят. Потом мы еще посмотрим, может быть, с Пашей еще на что-нибудь поменяем. Я ему, может быть, этот подгоню топор. Да, будем думать, друзья. Будем думать. Ух, припекает хорошо, друзья. Блин, наверное, около 5 сигналов выкопал. Все пробки водочные, советские. Пока намека на немецкое ничего нет. Сейчас попробуем, походим туда-сюда. Ну нет, значит, поедем дальше. Ну, вот вроде какая-то монета, наверное, 10 пфенигов или 5 цинковые. В таком виде, что даже не прочитаешь. Дальше попалась от солдатика оловянного подставка. Ну, это о чем-то уже говорит. То есть, вот мы от дороги уже ушли, сколько вообще ничего не было. Но вот тут что-то какие-то поклевочки, скажем так, начинаются. Следы быта. Друзья, уже Коле говорю, что-то вообще тут скукотища, и смотрите, что вылетает. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите. Перстенек какой. Вот это уже интересно. Это уже интересно, друзья. Паша, смотрите, какая находочка разжимной. Попробуем походить. Посмотрите, какое интересное кольцо, друзья. Шикарное. Даже не ожидал я. Оно очень старое. Коль, а покажи эту гирьку свою. Ну вот тут мы тоже сделали вывод, похоже... Это бронза какая-то, кусочек тоже старинный. Ну гирька похожа. Либо... Пуговка гирька была. Да, возможно. Вон оно, видишь, тут крест-накрест. А она внутри пустая, там была возможно горошинка, и она звенела. Итак, благодаря подписчикам удалось примерно определить данный перстень. Вот видите, что-то похожее. Что-то похожее видим и мы. Перстень усатый с орнаментом волчий зуб. Видите тот самый орнамент? Что про него пишут? Перстень представляет собой пруток круглого сечения с заострениями на концах. Ну да. Закрученный в спираль, в центральной части пруток переходит в пластину, которая является щитком перстня. Орнамент представляет собой 2 ряда вдавленных треугольников с 3 рельефными точками внутри. Что мы имеем здесь? Ну, треугольники вдавленные, но там насчет 3 точек я не знаю. Орнамент нанесен пуансоном методом чеканки. Видите, тут еще по 2 пробития имеется. О чем это говорит, пока неизвестно. Ну, информация
относительная, но направление ее нам понятно. Кстати, согласно вот характеристике, которую я зачитал, изготовлен он из меди. Оля, говорю, ребят, а не мистика ли это? Подержали в руках старый кельтский топорик и пошли старинные находки. Я вообще в шоке, ребят, я просто в шоке. Я говорю, Коль, а Коля говорит, мне, говорит, очень не нравится, когда, говорит, другие находят. Я смотрю, он усиление поставил. Смотрю, что-то... Смотрите, пошло. Находки пошли. Да, смотрите у Коли какое перо, ребят. Перо это к удаче. Если кому интересно, самое хорошее перо это воронье. Почему? Ну, удачу приносит. Магическая птица, да, такая? Да, такая она, сакральная что-то. Так что, если находите хорошее перо, не выкидывайте. А у Коли, кстати, катушка еще новая пришла. Да. Маленькую, вот он заказывал. Третий выход. Ну, пока впечатления неплохие. Особенно по мусорке вообще огонь. Среди поля такой закуток. Боярышник, похоже, или что там. Короче, и вот оттуда прям таким зоопарком тянет конкретно. Там, походу, либо кабаны, либо косули живут. Я туда не пойду. Там вот Коля что-то это... Растопырился неплохо так. Похоже, что что-то нашел, что-то стоит, рассматривает уже минут 5 в неподвижной позе. А может, алабаи бегут. Звонил, узнал, мне аж интересно стало. Говорит, это в ТикТоке залип. Здесь хороший сигнал. Давайте попробуем в прямом эфире выкопать. Посмотрим, что там. Что там? Не понял. Да. Какая-то трубка. Тоже усиление себе поставил. Не, ну а чё, ребят, блин. Коля задействует все возможные артефакты и опции. Почему бы и мне не воспользоваться? Ну, отобедали с Николаем Петровичем. Чем Бог послал. Да, решили никуда не дергаться уже отсюда, потому что можно поехать и в итоге домой уехать. Прокататься и просто время потерять. Пойдем покружимся. Все равно что-то какая-то колечко-то попалось, значит, Да. где-то что-то гирька попалась. Может, какая дорога была, может, речка текла, фиг его знает. По карте вообще ничего нету. Так что пройдемся, посмотрим. Друзья, не переключайтесь, я В том думаю... месте, где Пашка нашел кольцо, кусочек керамики я нашел, не знаю какого периода просто. Ну, пошаримся, в общем. Колечко, вот, друзья, немцами не пахнет. Сармат. Еще одно усиление поставил, друзья. А то сигналов мало. Камень вот валяется. Решил его отснять и показать вам. Смотрите, в нем какие-то, как будто вытесывали вот эти проталинки. Друзья, это каменный век. Это что-то по каменному веку, судя по всему. Паша начал артефакты снимать. Трактор там ездит он. Сейчас к нам поедет, наверное. Вот так вот, ребят. Что это может быть? Ребят, кажется, предназначение камня расшифровано. Вот эти вот пазы, они, видите, они как для пальцев. И ложиться очень удобно. Не исключено, что это орудие труда. И вот им что-то, я не знаю... Обрабатывали. Да, долбили, я не знаю, Скребли. может, раскалывали, скребли, да. То есть я, наверное, заберу вот этот камешек. Вы видите? Это мезозой, друзья, это неандертальцы. Первая находка такая. Брат твой, наверное, Дальний обронил. родственник. Прапрадед. Под конец легких путей не ищет. Решил это Я всегда напрямую иду. клещетерапию устроить. Все, сваливаем, ребят. Очень жарко под открытым солнцем, палящим. Ну что, из интересного только вот перстенек получается. Ну и Коля тоже безделушек всяких набрал. Так-то вот
Гнилые феники, пояски, шмаяски, какие-то пуговки там есть. А так особо ничего интересного. Ну, колечко интересное. Почему ничего интересного? Камень интересный. Во, сегодня у меня находки шикарные. Вон одолбил мужик. Ага. Ага. Топорик ты в районе Ладушкина в заливе нашел, да? Нет, в прибрежье на заливе. Когда отлив был, получается, да? Да. Тоже фигня. Короче, мы с Петровичем решили сделку отметить. Она еще не состоялась, но мы уже взяли себе просто по вензелечку с брусникой и яблоком, кофеек, и решили такой у нас чекпоинт небольшой пищевой. Это, конечно, вам не пирожочки от ООО «Пионер» в Светлом возле Сбербанка, но тоже достойно, друзья, это тоже достойно.